За 7 ночей у нас вышло, как тебе вообще на вкус, тыквенный суп. Это кафе просто рай. Тут очень мало людей, Попали под ливень. а мне принесли том-ям. Идем домой пешком, подождем. Вывески везде там на русском языке, на вот эти все мопеды цены начинаются на скутера от 200. Смотрите, какой он телепуз просто. Столько много разных красивых десертов. Какой он сочный пельмешек со свининкой. Всем привет! И мы на Пхукете. Это у нас 6-я страна в нашем 2-месячном путешествии с 2 сумками. И в этом выпуске мы прочекаем Пхукет, потому что сейчас не сезон, сейчас август. Стоит ехать сюда, не стоит. Посмотрим все локации, которые тут есть, и посоветуем вам, куда стоит ехать, а куда лучше не ехать. Ну а про Бангкок вы можете увидеть, перейдя по ссылочке в правом верхнем углу, как мы целую неделю были в столице угара. Сейчас у нас дожди, мы будем, конечно, как-нибудь выживать на этом острове, полуострове, поэтому следите за нами. Ну что, поехали! Все, мы прилетели на Пхукет. Угадай, сколько такси до Паттонга? Сколько? Угадай. 400 бат? Больше. Да ладно. Да, угадай. 600 бат? 900. 900 бат? Серьезно? Поехали на автобус. Поехали на автобусе. Нету мест. Но есть он там сзади где-то. Ну все. С китайчиками поедем. Собственно, при выходе в левую часть из аэропорта на Пхукете вы попадаете на остановку, где останавливаются автобусы. 100 бат с человека, и вы на Паттонге, потому что такси, например, выходило 900 бат. А здесь вообще 1500 предлагали, ну то есть за такси дорого. Мы, соответственно, успели, буквально заняв 2 последних места. Я вот здесь с дедушкой сел, Катя села посерединке с 2 парочками. А это мы гуляем под дождичком. Автобус отличный, подвез нас почти до отеля. 500 метров под дождичком осталось дойти, и все. Осталось еще понять, как этот автобус идет обратно в аэропорт, чтобы не переплачивать. Здравствуйте, дорогие уважаемые зрители. В общем, мы заселились на Пхукете в такой отель. Этот отель 3 звезды, поэтому какой-то обзор мы на него делать уже, естественно, не будем. Ну, потому что здесь никаких фишек таковых в этом отеле нету. За него у нас за неделю, за 7 ночей у нас вышло 5500 бат. За такой номер. Единственное, что я могу сказать, это кровать не king size, то есть она небольшая. Плоский телевизор, ну, как они все пишут. Ремонт старенький, кондиционер работает исправно. Чайник есть, сейф, душ. Ну, в принципе, нормальная тройка вполне, вот, ну, без приукрас, без всяких там излишеств. То есть нормально, вполне сносная комната. Балкончик есть, сейчас вот дождевички вывесили, большое панорамное окно. Единственное, вид такой вот, не на море, извините, но на море нам сказали в 5 раз дороже, то есть можно такой же номер взять, вот он будет абсолютно такой же, с таким же ремонтом, с такой же отделкой, ничего сверхъестественного не будет. Единственное, будет балкон с видом на море. Вот море, оно через вот это здание получается. Но я считаю, это глупо 18 там с лишним тысяч платить, когда мы за 5 нормально поживем, ну до моря прогуляемся, что нам. Располагаемся. Как вообще вам этот номер? Пишите свои отзывы, потому что нам ваши отзывы очень помогают в развитии канала, и они очень важны.
Стоило бы подкрепиться. Слава богу, что на Пхукете на каждом практически шагу есть кафе или ресторан. О, Катя авокадо тост наконец-то съест. Господи. Здесь цены, ну, я бы не сказал, что они отличаются от бангкокских. Там, допустим, в Бангкоке есть места, где очень дорого, есть места, где, ну, так, среднячок. И здесь, в принципе, так же, как у нас на нашей улице, да, плюс-минус такие же цены. Так что пока все the best. Сейчас принесут мое блюдо. Я с курицей заказал там что-то, с рисом, не знаю, фигню какую-то. Ну, надеюсь, что красиво-красиво подают на самом деле. Вот Катя тостик принесли, он очень красиво и аппетитно выглядит. Как тебе вообще на вкус? Круто, да? Я совсем забыл, что мы заказали еще и супчики. Это тыквенный суп с греночками. Давайте попробуем. Катя, ты лучше готовишь. Давай. Просто Рома не понимает ничего в здоровой еде. Вот для меня это кафе просто рай. Тут такое красивое меню, прям healthy, красивые завтраки, сэндвичи, смузи, боулы. В общем, бомба. Вкусно, но тут какая-то приправа Просто дурацкая. Даже не острая, а просто какая-то на вкус. Катины предпочтения эти здоровой пищи. Я и так, блин, здоров уже на все 100%. Я скоро забуду, что такое болеть. Я уже забыл, в принципе. Все вот и благодаря Кате вот опять принесли рис отварной, без всяких, или парной, я не знаю. Курица тоже парная, но походу это все перец красный или какая-то паприка, я не знаю, сейчас попробуем. Здесь вот перец, видно, болгарский, тычинки. То есть она, видимо, старая какая-то, я не знаю, как это как-то, ну, выглядит не очень. Плюс вот, ладно, здесь принесли хотя бы бекон с хлебом черным, опять же. Ну, в общем, не знаю, как это выглядит, короче, мне не нравится. Так, уберем отсюда нахрен перец, потому что я не хочу жевать болгарский перец. Вот, видите, перец. Никого не обманываю. То есть, видимо, маринад такой был. Ну, короче, походу Польза в каждой ложке. это будет кушать Катя, наверное, потому что как здесь ананас-то сочетаются с фасолью, еще с каким-то перцем и черные, не знаю, тоже типа фасоль. А нужно читать то, что выбираешь. Там все нарисовано и написано. Там выглядело по-другому. В общем, я такое есть отказываюсь. Где-то бутерброд. Это называется «Как потратить деньги в никуда». Попью кофе. Ну вот, хоть что-то здесь есть мясное. Это бутерброд у нас с ветчиной и сыром. Выглядит, короче, мощно. Сейчас попробуем на вкус. Друзья, походу меня Катя привела в какой-то свой healthy ресторан, потому что оно тоже безвкусное. Как меня это бесит каждый раз выбирать кухню. И вот вы представьте, сколько мы денег потратили просто на еду, на разную, в разных странах, в разных городах. И сколько, ну, просто, грубо говоря, это даже есть невозможно. Так что
вам с нами повезло, потому что мы показываем лучшие места. Ладно, мясо есть буду без вкуса. Вообще, наша знакомая сказала нам, что в это время обычно никто не выходит в море на лодках, только сумасшедшие. Мы, выйдя из отеля, вот у нас отель буквально у моря, то есть это первая береговая линия считается, но это тройка всего. К нам тут же подошел мужик и говорит: русские? Мы такие: ну да, на русском языке. И говорит: давай на Джеймса Бонда едем завтра, 4000 бат за двоих. И прям вас увезет, здесь нету сейчас индивидуальная, экскурсия. Хотите сейчас покататься на гидроцикле? Пожалуйста, 3000 бат, 30 минут вдвоем покатаетесь. Хотите на парашюте? Пожалуйста. То есть все аттракционы сейчас вполне доступны. То есть я вам уже сказал больше, чем нужно было. По первому дню хочу сказать, что тут идет частенько дождь. Это первое впечатление. Но второе, то, что тут очень мало людей. Посмотрите, просто пустой огромный пляж. А это один из главных пляжей, Патонг, где вся тусовка собрана. И как мы видим, мы тут почти одни. Это круто. Подходит к нам, начинает нас кричать, и вот такой толкает еще. Я думаю, вообще охренел, что ли? А потом смотрим, на нас парашют просто летит, нас чуть не сбило веревкой. О, улетел. Видели, над головой этот мужчина-макака сидит, без ничего, без крепления, который набрал кучу миллионов просмотров. Вот это тут катаются-то. Друзья, мы шли минут 30, пляж очень долгий, очень длинный. Мы дошли до такой скалистой местности, здесь красивые фотографии получаются. Вон там девушка уже фотографировалась. Как вы видите, туча, капец, моросит дождь, волны огромные, просто хлещут. Но, тем не менее, вода теплейшая, теплейшая. Классно, интересно. Если вы любители такого, кам сюда. Попали под ливень, жесткий просто ливень. Вот такой, сейчас уже успокаивается, но прям проливной. Первый раз за наши 2 месяца путешествий. А я говорил, на Пхукет не стоит ехать. Не удивила, в принципе, погода, но мы немножко расстроились, потому что первый день и просто с утра идет дождь. Вот он прошел немного, и мы решили прогуляться. Но мы, то есть в конце пляжа буквально попали под дикий ливень. Он сейчас успокаивается уже, но уже минут 40 идет, поэтому... в любом случае, зашли покушать, как раз проголодались, так что, я считаю, тоже плюс большой, а то бы ломались, выбирали по полдня заведения, в которое стоит заходить или нет. Здесь мы нашли реально крутое заведение, но ливень прям затянуло вообще. Thank you so much. Вот такое мне капучино принесли. Смотрите, единственное, с пенкой, пенки практически нету, вот это я не люблю, но кофе нормально на вкус. Да, нет, не особо нормально, горчит, пережженное какое-то. Кофе нужно в кофейне? Да, кофе нужно действительно в кофейне пить, вот. В любом случае, сейчас дождемся, что нам принесут, и покажем вам. Не скажу, что мы расстроились, мы ожидали этого, потому что мы предполагали, что будет дождь. Вообще, в нашем путешествии двухмесячном, по прогнозу погоды, в каждой стране каждый день должен был быть дождь.
потому что мы смотрели прогноз погоды, кроме Бали, потому что там сейчас сезон Индонезии. Вот. Но нам так повезло, что иногда то ночью прошел, днем особо дождя нигде не было. И классно, мы уже привыкли к такому. А тут просто приезжаем, и такой ливень. Ну, нормально, мы бы хотели дождик. Но я вот думаю, что на острова ехать все-таки опасно, потому что с таким дождем какие там острова еще там останемся на этих островах. Ай, друзья, какой сок! Ай, какая красота! Ну что, будем пробовать. По крайней мере, подача мне нравится на таким черном блюде интересном, красивом. Это шашлык у меня. Честно говоря, не знаю, что за шашлык, но тут мясо, походу, 2 кусочка на каждой шпагеттинке, а это ананас большие такие, а это лучок. И перчик, и помидорки. Черри. Маленькое мяско, вот маленькое мяско. Да, вот маленькое мяско, вот и вот. 3 штучки здесь 2 и здесь везде по 2. Но я для этого взял карбонару, потому что я знал, что порция, скорее всего, будет так себе. Карбонара такая, смотрите, глубокая тарелка, в принципе, классика. Везде так подают. Бекон какой-то сушеный, вообще, не знаю, что-то чипсы какой-то сделали. Ну ладно, попробуем сейчас. А то судить по обложке мы не любим, мы обычно все пробуем. Как я и сказал, бекон это просто чипсина. В принципе, тут бекон есть другой. Это, видимо, для подачи. Ну ничего, прикольно, красиво, вкусно. А? Да, конечно, полностью вон вся. Соус вполне приятный, сыра не так много. Ну, ничего, кушать можно. Давайте, попробуем шашлычок. Кусай. Мощно. Сочно. Круто. И знаете, друзья, остро. Даже. Зараза, это вкусно было. Но теперь перец дошел до моей глотки, горловой системы, не знаю, горло, вообще у меня все першит. Боже мой. Шашлык вкусный, но острый. Мы же, как всегда, не предупредили, пожалуйста, no spicy и все такое. Но ничего, мы уже привыкли. Единственное, горло еще не привыкло. 2-й месяц такой острой еды. Ну, карбонару будем кушать. Она у нас обычная, штатная, нормальная. Ой, сейчас Катину еще еду дождемся. Катины блюда. И уже итоговую оценку по этому месту скажем. Я думаю, оно у нас в любом случае, как и нам обычно везет, одни из первых заведений, в которые мы попадаем на локациях, они вкусные. В них вкусно кормят. Так что пока плюсик этому заведению. Тому минус, точнее, healthy кухня Кате нравится. Да. Но здесь вкуснее кормят на самом деле, чем в Бангкоке, это точно, я вам скажу. И ценник здесь чуть-чуть все-таки повыше. А мне принесли том-ям. Наконец-то я его заказала спустя неделю, наверное, уже в Таиланде. Вот в России мне очень нравился том-ям. У нас круто его подают с рисиком, не сильно острый, классный. Тут, конечно, они подают без риса, без ничего, просто суп. Рис нужно заказывать отдельно. Вот. Но я попросила не сильно спайси, давай попробуем. Интересно.
В России вообще другой там-ям. А вкуснее, чем в павильоне там-ям? Вкуснее, потому что он не острый. Не острый. Они мало пасты добавили. Ну, неплохой, но не хватает рисика. Его корешки, какие-то грибы, креветки и овощи. И головы креветок. Мы очень вкусно ели там-ям в Дубае, в какой-то подворотне на GLT, был очень вкусный он. Ну и в Крыму я ела очень вкусный там-ям. В наших российских заведениях. Катюша, как настроение? Потрясающе, идем домой пешком, подождем. Потому что такси миллион стоит. Да, за 10 минут просят чуть ли не 500 бат. Жесть. Сегодня у нас второй день по Пхукету, и мы хотим арендовать какой-то скутер, байк. Катя склоняется на маленький скутер, который мы арендовали на Нуса Пениде, получается, Индонезия, Бали, да, там от Бали недалеко. Вот, там арендовали небольшой скутер, недорогой вообще. А за сколько мы его арендовали? 75 индонезийских рупий, в общем. А здесь такой скутер стоит 300 бат, ну как бы подороже. В общем, если переводить в доллары, то это дороже. Но он неудобный максимально, то есть Катя, она там сзади сидит, ей пофигу, она не понимает меня. Я хочу хотя бы побольше скутер взять, которые вот эти ирисы или ирбисы, или как они там, 155-кубовые. Зашли в кафе, небольшое заведение такое. О, мама! Охренеть, какое горькое капучино. Ладно, взбодрит хотя бы с утра, может быть. Друзья, вы посмотрите, какой американский брекфаст мне здесь принесли. На какой, главное, тарелке здоровой просто. И грибной суп я отдельно заказал. Вот этот брекфаст здесь стоит 150 бат. У нас он стоил 200 бат, 209 бат. Поэтому я считаю здесь дешевле, но здесь, видите, одна сосиска, один бекончик, то есть вот так вот по одному, ну 2 яйца, ну яйца, они всегда дешевые. В любом случае нужно подниматься от моря, от береговой линии. Мы сейчас поднялись, вот буквально 10-15 минут мы, наверное, шли, и они все такие такси, но типа здесь можно весь город обойти в принципе пешком. Ну и соответственно мы просто поднялись сюда, и здесь цены дешевле, оказывается, чем на береговой линии. Давайте пробовать. Блин, какой-то волосок, как всегда. Как мне это не нравится, конечно, в этих азиатских заведениях. Но подали, в принципе, прикольно то, что греночка такая зажаристая. Посмотрите, какая она. Просто, получается, грибы нашинковали. Все это залили с молоком, сливками, не знаю, и сварили. То есть сейчас этот суп, видимо, разогрели, потому что он на вкус не свежий. Но есть можно, есть можно. Не вау, как, например, в Непале у меня было, но есть можно. Так, давайте сосиски вот эти вот попробуем. Мне кажется, что здесь они не такие вкусные, как в Бангкоке были. Ну, на запах курица с приправой. Такая же сосиска, как в Бангкоке. Нормальная. Окей. И бекончик этот. Что там? Это хам. Видишь, он какой-то полусырой. О, яйцо, друзья. Яйцо сгоревшее. О, смотрите, сгоревшее. И на вкус просто гарь одна. Да, я откушу. Слойки прикольные. Брекфаст фигня. Суп поедим.
Зато это недорого, то есть 150 бат, это, грубо говоря, 500 рублей, наверное, 700. Дорого, да, дорого, короче, за этот брекфаст, дорого, друзья. Но других вариантов здесь практически нету, то есть, ну, нужно подняться хотя бы вот на высоту от моря, ближе к горам, чтобы хотя бы чуть-чуть подешевле поесть, потому что это вот то же самое, оно внизу там у моря, у первой береговой линии стоит в 3, а то и в 4 раза дороже. Наконец-то дождалась свою пиццу, ура! Любимую гавайскую с ананасиками. Выглядит хорошо, несли очень долго, я уже С голоду умерла. Я уже с голоду умерла. Ну, сырочек тянется, смотрите. Кстати, неплохо. И куски ананасов большие по сравнению с тем, что приносят обычно просто опилки. А тут хоть кусочки есть. Зашли, получается, в подворотни где-то на Пхукете, чтобы найти нормальный байк, недорого, чтобы его арендовать. Но тут уже цены пошли от 200 бат за мопед. Естественно, это дешевле, чем за 400 и за 500, что нам предлагали. Здесь даже на русском языке написано. Ну, здесь на Пхукете, вот, честно говоря, напоминают какие-то регионы турецкие, там, типа Кемера, еще что-то в этом роде, потому что вывески везде там на русском языке и так далее написано. На вот эти все мопеды цены начинаются на скутера от 200 бат. Я считаю, это нормальные цены вполне. Подвезли такой байк, 125 кубов у этого мопеда. Мы такой брали на Нуса Пениде, только с разваливающимся зеркалом, и ноги некуда поставить, то есть они выпрыгивают. Здесь тоже, как вы видите, везде все торчит, покоцано, побито. Ну, ездить многие не умеют на самом деле, да, то есть видите, все везде полностью. Он весь закоцанный вообще максимально. Я не знаю, на нем живого места нету. Ну и цена 250 бат за сутки. Ну это, блин, мне кажется, дорого. Как вы считаете? Напишите свои комментарии. Видите, здесь все полностью, весь пластик отходит. Главное, чтобы тормоза нормально работали. Ну вот так как-то все это выглядит. Дело. Взяли бы вы такой байк или раскошелились бы на более мощный? Мне кажется, здесь смысла нет, потому что ограничение скорости в основном 60 километров. Ну и плюс где-то извилистые дороги. Смысл на острове гонять на Lamborghini и Ferrari. Ну то есть это выброс какой-то из детства, может быть. Типа я вот заработал немножко денег, сейчас спущу их тут все. А мы так не делаем, потому что мы экономисты и... Да, шлема, кстати, хорошие касочки. Ага, она сначала нам принесла, блядь. Вот. Ты бы видел. Нормально. Паспорт, опять же, мой остается здесь, как в Непале, да? Помнишь, допустим, мы арендовывали где-то на Бали байк, еще что-то в этом роде, то там мы паспорт, естественно, не оставляли. Но это на самом деле не есть хорошо. Мы направились к Биг Буде, к Большому Буде, это на Пхукете. И попали под дикий ливень просто. Мопед наш с ума сошел. Ну, все окей, он нас довез, как бы мы остановились вот по дороге, потому что такие слоники у нас есть. Ну, это большой слон. Вы посмотрите, какой он телепуз просто. Его можно покормить всего за 100 бат. Пойдемте покормим, дождь немножко успокоился. Я оплатил 100 бат сейчас и пойду кормить, то есть мне целую миску бананов дали. Смотрите, друзья, ой, какой у него хобот. Смотри, он не хочет гладить, он говорит, давай мне еще. Да, у него хобот, а в конце такой хрюндель, господи, боже мой. Прям в рот можно дать. Ой, господи, он меня лизнул. Ха-ха. Ой, господи! На, Катя, покорми ты. Вот так вот можно кормить слонов. Не бойся, Катя.
Он поднял, он поднял. Не страшно, да? Тут можно покататься также на слониках. Вообще на Пхукете нужно плавать в море, ходить по барам, по клубам, шопиться по магазинам. Но если вам надоело это делать, либо у вас плохая погода, мы приехали вам показать Будду. Итак, что мы видим? Будда на горе с прекрасным, потрясающим видом на весь Пхукет и океан, море, острова. Очень красиво, еще бы если бы не было туч, вообще было бы шикарный вид. Значит, нас одели, точнее мы сами оделись, потому что в шортах сюда нельзя, а остальные, кто, приехал в шортах, покупают, соответственно, какую-нибудь накидочку. Ну что, пойдемте поднимемся на этого великого Будду. Сам вход сюда бесплатный, и если вы отдыхаете везде, то вам продают, соответственно, экскурсии сюда. Понимаем, да, что за деньги и так далее, предлагая квадроциклы, всякие слоники по пути, парк тигров. Это все находится по дороге на самого Будду, поэтому решайте сами, хотите вы поехать экскурсии или поехать сами, потому что, в принципе, тут все бесплатно, и вы можете это посмотреть без денег. Может быть, это из-за того, что сейчас не сезон, но ветер тут знатный, скажу я вам. Прям сносит, ураган такой. Спасите! О, обезьяны! Мы их нашли, вон, наверху. Русская речь в Таиланде вообще так часто слышится. Вот это 6-я страна, и только в Таиланде реально много русских. И причем на Пхукете, в Бангкоке вообще нету. Стоим с девчоночкой, со слоником. Отправляемся с Биг Будды до Пхукета, до старого города. Находится он у нас прям в серединке Пхукета, точнее Пхукета не как острова, а именно как города. Это одна из самых главных достопримечательностей тоже, которую советуют все посещать. Сейчас мы проверим, стоит оно того или нет. Мне кажется, Old Town на Пхукете, то есть обязательно посещать тем, кто не был в Европе, допустим. С другой стороны, в некоторых регионах Турции такие дома тоже есть. В некоторых регионах, я не знаю, да господи, много где есть. В Крыму даже есть, куда мы ездили, в Ялту. В Ялте тоже есть интересные дома и постройки. Но с другой стороны, лететь на Пхукет и в Крым по цене плюс-минус одинаково выйдет, потому что везде далеко. Что хочется сказать вообще в целом? Здесь красиво, мило, много разноцветных вот этих красивых домиков, кафе, ресторанов, здесь очень много. Мы вот в один из таких мест заглянули, мы ищем, как вы знаете, чизкейки, потому что я их безумно люблю. А Катя любит брауни. Ну, в общем, мы сейчас заказали в очередной раз попробовать эти чизкейки, брауни и еще там какой-то оригинальный чизкейк, получается, а-ля японский. Зашли в эту кафешку, потому что она привлекла своей витриной. Там столько много разных красивых десертов. Вот для сладкоежек прям топ. И так и все очень красиво украшено. Вы видите эти картинки? Видели? В общем, бомба. И сам интерьер такой, ну, в девчачьем стиле. Роме не будем об этом говорить. Такие вот цветочки, розовые стены, официанты в таких розовых фартушках. Ну, короче, очень стильненько. Наконец-то нам принесли наши чизкейки, не прошло и 10 минут, да, наверное, где-то в течение 10 минут. О, латте. It's not me, yeah.
Вот. Это у нас блюбери чизкейк. Это у нас традиционный чизкейк Нью-Йорк. Это у нас брауни Катя. И вот это чизкейк, это получается традиционный. И капучино мое, где оно? Латте это кофе, которое подается именно слоями. Кто знает, тот знает, как бы, ну, оно не подается в кружке, в темной, как капучино. Ну и вот капучино, собственно, то же самое. Да. Странно капучино, конечно, у тебя странная латте. Ладно, мы сюда пришли не за кофе, мы сюда пришли именно за чизкейками, потому что вот эта вот красота, ну, как, конечно, здесь тоже у брауни отслоилось немножко и так далее, но давайте пробовать хотя бы, а потом будем судить. Визуально, конечно, особенно издалека, когда ты идешь, и множество таких чизкейков, кейков и других каких-то сладостей, то, конечно, оно манит, оно так прям манит сильно. Давайте пробовать. Итак, пробуем латте. Вкусненько, не знаю, я не разбираюсь как Роман, но не горько. Итак, первое блубери чизкейк с голубичкой. Возьмем сразу вот так с джемиком. Очень вкусно. Такое не сильно сладкое, не приторное. Идеально. Я начну со своего капучино драгоценного, начну с пенки. Я пенку хочу попробовать, она просто вот, ну, вся в кофе, прям вообще максимально. То есть у них снифтер как-то плохо работает или что, я не знаю. Это с корицей, друзья, первый раз. И я уже просто забыл, что такое капучино с корицей, потому что за границей это тяжело допроситься, особенно в азиатских странах. Капучино с корицей. Здесь с корицей традиционно. Слушайте, выглядит не так, чтобы вау, но оно вкусное. Вот это мне, ну, реально оно вкусное. Я могу сказать, что оно реально вкусное. И начну со своего любимого Нью-Йорка чизкейка. Это вот такой традиционный американский чизкейк. Так, без всяких ягодок и цветочков. Вот так вот прям их убираем. Вот так вот. Не буду я их есть. Печенье все крошится. На вкус как будто ему уже неделя. Покушать можно. Попробуем. Но чтобы вот прям эффект вау, у меня вот, например, вспомните, я сюда где-нибудь даже ссылочку прикреплю, эффект у меня был от кейка, ну, от чизкейка, который я ел в Сингапуре, по-моему. В Сингапуре, да, в кафе мы заходили, тоже там прям вообще у меня вау, я до мурашек, блин. А этот не так, чтобы прям до мурашек. Попробуем, давайте с блюбери. Ну, то есть я без блюбери буду, я простую попробую, для того, чтобы оценить начинку. Точнее, ну, понял. Сам крем, он прям очень-очень такой, знаете, нежный, не чизкейковый. Ну, на любителя, короче, эти два мне не понравились. Давай, Катя, пробую самый их, получается, фирменный. Итак, это японский чизкейк, но, Рома, я тебе сразу скажу, что ты не ожидай от него, что он будет как чизкейк. Тут больше яиц, и он такой больше как белковый, как омлетик, что ли, не знаю. Такой вот он нежнейший, как пушочек. Нежнейший. Пахнет яичками. Как пушинка, но не чизкейк. У них у всех у десертов какой-то немножко странноватый привкус старины. Как будто мы в каком-то бабкином доме. Вот такой вкус. Ну и давайте брауни, надеюсь, он нас не разочарует. О, там жидкая немножко серединка. Чуть-чуть. Ну, она такая, видите, жиденькая, с корочкой.
Попробуем. Брауни хороший. Тут именно с жидкой начинкой. В Непале он был какой-то такой, другое. Ну, прикольно. Вот и момент истины, да, то есть ты приходишь ради вот этой красоты, а получаешь вкусный кофе. Блин, вот никогда не угадаешь, в каком заведении. Я вот, например, я люблю кофе вкусное, я люблю чизкейки, я люблю какие-то, какое-то разнообразие в кухне, да, ну и в десертах. Давайте попробуем, как Катя просто сказала, что брауни здесь очень интересный, очень такой вкусный. Он действительно такой необычный, да? Как будто сгущенка вареная, да? Ну, переварилась. И 2 коржика сверху. Чувствую сразу сахар. Вот просто я чувствую, вот я прям реально его грызу. И реально там просто сахар чувствую. В этом и есть свой шарм. То, что ты ездишь по разным странам и пробуешь какие-то разные десерты, разные кухни. Подписываемся и ставим лайки, пишем свои комментарии, нравится ли вам такое, показывать ли вы это вам, а мы будем кушать. Мы как будто в мини-дождливой Италии. Ну, в принципе, в Италии и вообще в Европе плюс-минус всегда такая погода. Так что кто-то, может, напишет: вы поехали на Пхукет вне сезон, боже мой. Вообще Пхукет — это про пляжи, но тем не менее здесь есть такие красивые зоны, где вы можете немножко пошопиться, какие-то приобрести сувениры, а может быть просто попробовать местный чизкейк. Ну что, пойдемте дальше, погуляем. И мы вернулись обратно домой, уже стемнело, заскочили в какое-то абсолютно непонятное заведение, поэтому никакого названия я не могу дать, я, честно говоря, могу его, конечно, посмотреть, но я думаю, каждый должен самостоятельно здесь забегаловку свою найти. Мы нашли пельмени, я взял пельмени со свининой, со сметаной, а это у нас оливье. Интересно такое оливье. А Катя, смотрите себе, креветок. Ей креветок, блин, больше принесли, хотя они стоят дешевле, чем мои пельмени. И картошку, смотрите, какую принесли. Давай, Катя, пробуй пельмешек. И твое мнение? Вкусно? Очень вкусно. Что? Не солено. Но вкусные, да? Сочные? Нет? Не знаю. Вообще непонятно. Нету бульона внутри. Оливье вкусное. Какой он сочный пельмешек со свининкой. Тесто я бы, конечно, переделал. С солью действительно какие-то проблемы. Я посолил. Специй никаких вообще вкуса не чувствуется. Свинины с гулькин нос в пельмени. Просто тесто здоровое. Но съедобно. Но не так, чтобы прям я хотел эти пельмени еще раз. Покушать можно. Давайте оливье попробуем. Нормально. Нормально оливье. Рома заказал 2-ю порцию пельменей. Он не наелся. Откуда у трансвеститов деньги на то, чтобы стать трансвеститом? Как вы думаете? Давай снимем их, а не меня. И посмотрим. Трансвеститов? И будем спрашивать. Надо у них спросить.